Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Наконец-то мы дождались начала нового сезона, и как оно и ожидалось, новый сезон ознаменует собой новую кампанию, посвященную национальным сборным. И что самое интересное, не только европейским, но и также южноамериканским. А это означает, что появились новые цели, новые ивенты, что самое главное, новые паки и многое-многое другое. О чем сегодня и предлагаю поговорить. Поэтому устраивайтесь поудобнее, не забывайте про привычную активность под этим роликом, ну а мы же начинаем. Если вам необходимо срочно пополнить свой баланс в Steam или же прикупить новую игру на свой аккаунт, но вы не знаете, где это можно сделать, у меня есть для вас решение. Купи-код. Пополнение аккаунта Steam на их сайте происходит несколько действий. Просто, дешево и безопасно. Все, что вам необходимо сделать, так это ввести логин, указать мой промокод и нажать оплатить. Купи-код не запрашивает данные от аккаунта, только логин, а поэтому все безопасно. А если вы используете именно мой промокод, комиссия на пополнение снижается на 2%. И дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Также через купи-код можно пополнять казахстанские аккаунты Steam в тенге, а также аккаунты в долларах. В честь распродажи купи-код пополняет баланс Steam с рекордно низкой комиссией на первое пополнение. Для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на пополнение и покупку. Ссылка в описании. Обновление до версии 3.6.0 с одной стороны получилось весомым, с другой стороны не совсем, потому что на консолях от Sony, а именно PlayStation 5 и PlayStation 4, вес обновления составил в районе 3 гигабайт, от 3 до 5 гигабайт, в то время как на консолях от Microsoft средний вес обновления колеблется в районе 7-8 гигабайт. На ПК основной вес составил в районе 20-40 гигабайт, в то время как на мобильных устройствах обновление получилось очень даже увесистым, то есть это где-то 2,5 гигабайт, что касается Android, и 3 гигабайта, что касается iOS. Как сообщает нам Konami в официальном пресс-релизе, длительность 7-го сезона составит аж целых 2 месяца, то есть с сегодняшнего дня, с 13 числа, и по 8 августа. А уже там, скорее всего, нас ожидает, так сказать, либо самый последний сезон в рамках eFootball 2024, либо, как в прошлом году, нулевой сезон в преддверии eFootball 2025. Но факт остается фактом, точно так же, как и предыдущий сезон, текущий сезон продлится аж целых 2 месяца. Самый знаковый контент, возможно, этого обновления, этого сезона, это, конечно же, новые премиальные паки с национальными сборными. Добавили всего 6 паков, 2 из которых конкретно премиальные, они стоят по 1500 золотых монет, и все оставшиеся, а именно 4, стоят уже по 900 золотых монет. Но в каждом из наборов присутствует по премиальному менеджеру, у которого присутствует свой буст, высокие цифры стиля, и по сути в каждом из паков представлено по паре-тройке интересных игроков. Это не касается пака со сборной Бразилии, потому что там, во-первых, фейковый менеджер, я так понимаю, с ним не удалось договориться, и во-вторых, подбор игроков не такой уж и интересный, то есть Неймар отсутствует, судя по всему, из-за травмы, Эндрика в игре также не появилась, ни в паке, ни вообще, ну а все оставшиеся игроки особого интереса, как по мне, особо не представляют. Если вы возьмете Бразилию по какой-то причине, то отпишите в комментариях, почему вы выбрали именно этот пак, но особой привлекательности у него я не вижу. Те же оставшиеся наборы так или иначе, но привлекают к себе внимание. Например, у сборной Франции присутствует Дешам, у которого проставлен высокий интересный стиль. У сборной Аргентины, в принципе, неплохой подбор игроков, хорошая карточка Лионеля Месси и не менее интересный тренер. У Англии тот же Беллингем, Арнольд, если у вас до сих пор их нет в команде. У Португалии, в принципе, не менее интересный Мартинес, Криштиану Роналду, возможно, одна из последних его спешл карточек. Ну а у сборной Турции Винченцо Монтелло, у которого на самом деле высокий проставленный стиль, а именно по всему полю, в то время как у того же Скалони владение мячом и быстрая контратака это 87 и 86, у Монтелло по всему полю 88. Почему так? Непонятно. Но, в принципе, можно взять, если у вас есть чересчур уж много монет. Также еще из интересного, но не самого примечательного, теперь у игроков национальных сборных есть привязка к клубам. То есть, если раньше карточки, которые были представлены в качестве игроков сборных, у них не было никакой ни привязки ни к клубу, ни к лиге, в которой эта команда играет. Единственный минус в том, что это не распространяется на предыдущие карточки национальных сборных. И как уместно подметили у меня в комментариях в телеграм-канале, буквально предыдущей неделе, когда выходили паки с Рибери, Торресом и Фарланом, у них такая функция отсутствовала. И по сути на них вот это вот проставление клубов
к национальным карточкам, оно не работает. То есть отныне все карточки национальных сборных, которые будут выходить в игре, у них будут проставлены и клубы, и чемпионаты. У предыдущих карточек такого не будет. То есть они все еще остаются игроками только национальных сборных. И это, конечно, грустно. В игре появились никому не нужные значки. У большинства игроков они вызывали вопросы до того, как обновление в принципе пришло, как оперативное обновление закончилось. Но по факту, что из себя представляют данные значки? Это просто, скажем так, украшение для вашего профиля. За достижение каких-то целей по ходу матчей, по ходу, я не знаю, собирания состава, вы будете получать определенные значки, которые можете поставить в свой собственный профиль. И они просто будут отображаться у вас при соединении с какими-то соперниками в кооп матчах и будут просто небольшим украшением. То есть не больше, не меньше. Просто для красоты, что называется. Особого разнообразия в ивентах не наблюдается. Они остались все теми же самыми. Появился разве что один новый отличительный ивент, который был и во времена чемпионата мира. Это фейковый турнир против искусственного интеллекта по матчам чемпионата Европы и, как-то ни странно, Кубка Америки. То есть вы играете групповой этап, затем плей-офф и, в принципе, забираете свои награды. Но помимо награды, полученной за прохождение матчей, вы также будете, так сказать, невольно участвовать в определенном рейтинге, который будет определяться исходя из забитых мячей, из пройденных стадий, и по окончанию, скажем так, времени действия этого турнира этот рейтинг будет подсчитываться, и за это, как я понял, будут предоставляться отдельные награды. В рамках новой кампании Konami не поскупились на всякого рода награды. Это касается поинтов прокачки, поинтов тренировки. Что самое интересное, поинтов для проставления позиции, как всегда, накатили достаточно мало. Также накидали мало ботинков по сравнению с теми же поинтами самой прокачки, самих поинтов опыта. Но, в принципе, помимо них, также можно заработать бесплатные крутки хайлайт паков сборной Франции и сборной Аргентины. В обоих паках присутствуют топовые футболисты наподобие Мбаппе и Месси, и, в принципе, всех игроков из этого пака вы гарантированно получите, если добьетесь определенных целей, которые проставлены в рамках этой кампании. Касаемо же паков, вот как раз-таки вот представлены два бесплатных хайлайт пака, это с сборными партнерами, с Аргентиной и с Францией. Очередная бесплатная версия Лионеля Месси, да, как-то не странно. К сожалению, на данный момент ничего не могу сказать про бесплатную и, скажем так, бигтаймовскую карточку, но если кому интересно, я думаю, что на монтаже я ставлю сравнение этих двух карточек. Я думаю, что к тому моменту оно уже появится. Ну и сравнение предыдущей бесплатной карточки Килиана Мбаппе и новой. Но, в принципе, Килиан по сравнению с Месси, по-моему, выглядит очень даже неплохо. Хоть я и не уверен, что новая бесплатная карточка будет сильно отличаться от предыдущей. Также из платных паков добавили два пака с национальными сборными, точнее даже не то чтобы со сборными, а с игроками национальных сборных. Один из паков посвящен игрокам европейских сборных, в то время как второй пак посвящен игрокам африканских, я так понимаю, азиатских команд. Особо пак не примечателен, но в каждом из двух паков присутствует как минимум один интересный игрок. Если в случае с европейскими сборными, то тут у нас Флориан Виртс, которому можно будет набросать навыки, в отличие от его версий из команды недели, тот же самый Де Брюйне, Фримпонг, ну и в принципе, наверное, все. А касаемо второго пака, то здесь очередная версия Салаха, Арауха, тот же самый Бариус, в принципе, неплохой опорник в этой игре. Ну и, возможно, кому-то захочется выловить Кейлора Наваса. И помимо ранее упомянутых паков, также появился новый Showtime пак с игроками также национальных сборных, а именно полузащитниками. Это Педриан, Бернарду Силва и Хави Симмонс. И на самом деле подборка очень даже интересная. Все три игрока приятно чувствуются в самой игре, модельки у них очень даже приятные. А учитывая, что этот Showtime пак посвящен конкретно пасам, я подозреваю, что у них будут отчасти на непродолжительное время, но все-таки читерные пасы. Возможно, недолго, как оно всегда и бывает, но тем не менее. Это естественное обновление номинальных паков, которые в этом сезоне посвящены игрокам месяца из чемпионатов Японии и Бразилии. И если Япония, ну как всегда, там не особо кто-то примечателен, то вот уже в подборке чемпионата Бразилии здесь уже поинтереснее, поэтому советую присмотреться. В рамках пропуска на матч также обновились игроки, и к моему индивидуальному, персональному счастью, удовольствию, не знаю, как еще выразиться, добавили Нкунку, того самого сукиного сына, которого я так давно хотел забрать и получить. Мне не удалось сделать это в рамках трансферного пака, я не забрал его в свое время в отдельном премиум паке со сборной Франции, но я сделаю это сейчас. И наконец-то хоть какой-то Нкунку, помимо ГПшного, все-таки окажется в моем составе. Также за вход в игру мы получили очередную новую форму, которая по своей сути не сказать, что прям сильно отличается от предыдущих, все те же самые линии, и если кому-то это понравится, то, конечно, можете использовать, но
особого интереса и красоты в этом маловато, как по мне. Также, как-то ни странно, обновились предстоящие эпические игроки. Некоторые из них были представлены в трейлере, но те, что показали в трейлере, это игроки, которые уже ранее присутствовали в игре, но появились и футболисты, которых не было. Например, Мишель Платини, Гаррет Бейл в качестве эпического игрока, Верон и Даррен Флетчер. То есть это 4 новых игрока, которых до сей поры не было в рамках eFootball в качестве эпических футболистов. Естественно, Гаррет Бейл был, как, я не знаю, игрок национальной сборной, ГПшный футболист, но не более того. Что же касается игроков, которые уже были в игре и появятся в игре снова, только уже с новыми эпическими карточками, скорее всего от национальных сборных, то здесь, в принципе, список очень даже объемный. Это и Диего Марадона, и это Андреа Пирло, и это Хаби Алонсо, и это Райкард, Гулlit, Ван Бастен, Румениге, Лэмпард, Бекхэм, Инзаги, Тоти, ну и так далее, так далее, так далее. То есть контента, я так подозреваю, что за эти 2 месяца навалят прилично, по крайней мере, в виде паков уж точно. Ну и вроде бы я пробежался по всем наиболее интересным моментам. Если что-то я пропустил, то, наверное, восполним эту нехватку в следующих роликах, но по возможности старался обхватить все. В комментариях пишите, как вам новое обновление, как вам новый сезон, успел ли он вас уже впечатлить, порадовал ли вас контент, который появился в игре сегодня и который, возможно, появится в игре на протяжении самого сезона. Обо всем этом буду рад прочитать в комментариях. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, ну и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. А у меня на сегодня все. Желаю вам удачи в играх, желаю вам удачи с уловом наиболее интересующих вас футболистов, удачи непосредственно в матчах. Всем пока!